Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером вы собрались у экранов своих гаджетов. Артем Дмитрук, народный депутат Украины, на связи. Артем, приветствую вас. Всем добрый день. Сейчас поступают очень такие новости тревожные. Ну, во-первых, да, Украина 400 беспилотников запустила в сторону России за последние сутки. Конечно, да, безусловно, этот момент, он очень и очень как бы важен, потому что там сорваны рейсы, в общем, много неудобств, атаки идут, не сообщают, куда попали, только там с утра по одному заводу, по НПЗ Рязанскому. И параллельно с этим вот это вот все целый день развивалось, и к вечеру стало известно, что Путин дал поручение, он об этом сказал сам в обращении, создать вот эти буферные зоны. В общем, с этого мы начнем, но предварительно два слова, то есть клуб зрителей в телеграм-канале и сообщество YouTube, там можно оставлять вопросы заблаговременно для финальной части программы. Конечно же, всех приглашаю по QR-коду ворваться в эфир, если есть такое желание, и прямо на экране, чтобы ваше сообщение было, или вопрос, или предложение. И, конечно, в чат трансляции мы заглянем туда попозже, и, собственно, оттуда тоже получим дозу общения с вами онлайн, непосредственно в прямом эфире. И перед этим, как вот все раскрыть, положение дел, которое мы сегодня будем обсуждать, я предлагаю опрос нашего эфира. Он звучит так. Когда должен уйти Зеленский? Он никому ничего не должен, то есть никуда не собирается, никуда уходить не будет. После перемирия, ну вот эти меморандумы сверят, долго будут их составят, и в принципе каким-то образом он должен уйти. После окончательного мира, то есть пройдет какой-то срок, обо всем договорятся, утвердят, и вот тогда он может уходить. Или на пике краха перед капитуляцией. Вот такие варианты. Давайте с этого вопроса начнем и продолжим уже непосредственно ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Что скажете, когда должен уходить Зеленский? Я, с вашего разрешения, начну наш сегодняшний эфир, поскольку еще есть время. Сегодня с поздравления всех наших зрителей. Сегодня День памяти очень почитаемого святого во всем мире, в частности, в Украине. Сегодня День памяти Николая Чудотворца. Мы все знаем, что есть День памяти, мы празднуем зимой. Вот, а сейчас День памяти – это перенесение мощей святого Николая Чудотворца. Вот, и я хочу пожелать всем, кто верует, кто ходит в храмы, кто молится, молиться и уповать на Господа. И святой Николай – это один из тех святых, кто помогает, кто реально помогает и может, так скажем, повлиять реально на нашу ситуацию, на нашу жизнь. Поэтому я с этим вас поздравляю и призываю всех к покаянию, к молитве, особенно сегодня к Николаю Чудотворцу. Что же касается вашего вопроса, который вы сделали у себя на YouTube-канале перед нашим эфиром, ну, вы знаете, я здесь отвечу так. Надо было, знаете, как говорят, на когда оно надо, а надо было еще вчера. Так вот, первый период и первый последний этап, когда Зеленскому нужно было уйти, когда, собственно, лично я, как народный депутат под стенами парламента с десятками тысяч других граждан Украины, призывал его уйти и призывал организовать перевыборы в Верховную Раду, это было еще до 23 февраля 22 года, то есть до еще войны. И даже там были последние мои участия в митингах с гражданами нашей страны под стенами офиса президента, под Верховной Радой, с требованиями о том, чтобы Зеленский ушел, и с требованием о том, чтобы сделать перевыборы в Верховной Раде. Так вот, по этому вопросу я вам скажу, что это было еще вчера. Если более конкретно, то, конечно же, если реальным условием на сегодня может быть это прекращение огня с одномоментным отстранением Зеленского от выполняемым им сегодня
полномочий, ну, по сути, от захвата власти в Украине. После этого в один день проведение определенных процедур в государстве для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение боевых действий. То есть, по сути, продолжение осуществления реализации проекта Украины антироссии. То есть, по сути, сегодня уход Зеленского, отвечая на ваш этот вопрос, необходим ровным счетом с прекращением огня. И это может быть реализовано общей группой Вашингтона и Москвы, Трампа и Путина условием прекращения огня в обмен на отставку общего проекта войны в Украине. Поскольку все перечисленные вами пункты, они немного противоречат друг другу в том плане, что мир невозможен при главе войны в Украине, при главе, который выполняет эту основную функцию Артем, военную. они как бы не противоречат, они дают возможность выбора. Давайте все-таки размышлять. Вы сказали ключевой глагол «это может». Может. А может и не быть такого условия. Мы же видим, как кануло в лету вот это требование о том, что давайте выборы. Диктатором назвал Трамп Зеленского один раз, и то, написав что-то у себя в соцсети, в принципе, его все устраивает. Он был период, недели две, не называл его президентом, просто Зеленский. Сейчас называет президентом, Зеленским, все в порядке. То есть мы не видим никакого согласованного условия, чтобы не было Зеленского, для того, чтобы закончить войну или что-то начало меняться. Почему американцы, получается, в сторону уходят от внутриполитического украинского вопроса? Ну, да, по правде говоря, системно о том, что Зеленский должен уйти, и о определенных таких, скажем, необходимых национально ориентированных процессах в Украине системно говорят только настоящие оппозиционные политики, эксперты, независимые журналисты, в том числе и вы. Вот. А что же касается позиции Трампа и его окружения, да, мы с вами были свидетелями того, как в определенный период Трамп и его команда высказывались очень категорично и правдиво, что важно сказать, в отношении режима Зеленского, его окружения, самого Зеленского. Здесь важно заметить, что Трамп сделал на самом деле неоценимый вклад в свержение режима, постепенное свержение режима. Объясню почему. То есть он из мировых лидеров западных первый и его окружение, кто заявили о том, кто есть на самом деле Зеленский. Это признание его террористом, это признание его убийцей, что на самом деле вот совсем недавно еще заявлял Такер Карлсон, вот, и подобные вещи. То, что сейчас, на данном этапе, эта риторика поменялась, у меня этому есть одно объяснение. Это то, что на сегодняшний день Трамп использует Зеленского как возможность к переговорам с Москвой. То есть возможных более ультимативных, более положительных, более лучших для себя переговоров с Москвой. Так скажем, чтобы было, как Трамп любит говорить, больше козырей, больше козырных карт у Трампа в переговорах с Москвой. Они используют в этом направлении Зеленского. Что же касается стороны Зеленского, первым этапом, который нам всем известен, это было прекращение боевых действий, прекращение огня 9 мая. Мы все с вами помним, как скороспешно Зеленский эту договоренность прервал, проголосовав в Верховной Раде это решение там за 2 или за 3 недели. После этого следующий процесс прекращения огня планировался на 15 мая. Об этом было сообщено всем главам в структуре ВСУ, в структуре спецслужб Украины, вот, что с 15 мая по 15 июня будет прекращение огня. Но и здесь Зеленский все сделал для того, чтобы этот процесс сорвать и оттянуть. А Трамп, в свою очередь, в этом процессе использует Зеленского в своих
интересов. Если же говорить глобально, и мы с вами потихоньку уже подходим, получается, к переговорным процессам, переговорным группам, вот, то, конечно же, нужно сказать, что Зеленский уже на данном этапе делает все для того, чтобы сделать из этого современного, нового, сейчас уже состоявшегося переговорного процесса, который начал реализовываться в Стамбуле, Стамбул-2, назовем его уже так, да, это чтобы этот процесс превратился в Минск. То есть, чтобы этот процесс длился еще долго, всяческим способом его оттягивать, переносить и так далее. Я вот буквально сегодня у себя в телеграм-канале написал публикацию о том, что, собственно, что такое вообще переговорная группа от Украины. Я об этом писал ранее, да, рассказывал о том, как она должна выглядеть, как должны выглядеть вообще переговорные группы и представители Украины, кто должен там входить. А сегодня написал конкретно, что переговорная группа Украины – это враги Украины. Как возможен такой формат, Александр, на сегодняшний день мне на самом деле непонятно. Так, Это объясните, только... посмотрите. Да, я объясняю, да, Надо расскажу объяснить, сейчас. что значит враги Украины. Вот мы видим сегодняшний обмен. Комментирует Ермак, комментирует Зеленский, сообщает, совещания проводят, списки согласовывают. Первые списки получили от Российской Федерации, вот это 1000 на 1000. Потом немножко позже отправили, отчитались, что отправили. То есть выполняется, получается, вот эта договоренность. 2000 человек с обоих стран вернутся домой. А вы говорите враги. Это же все-таки какой-то прогресс. Нам обе стороны говорили, что это действительно очень хорошо. Вопрос по обмену сейчас я отдельно вам постараюсь рассказать свою точку зрения в этом вопросе. Я продолжу за переговорную группу. Вот, собственно, ту мысль, которую я сегодня опубликовал у себя в телеграм-канале, о том, что данная переговорная группа, именно переговорная группа в Украине, она сегодня, по сути, состоит из врагов Украины. Почему? Ну как украинцев, Украину могут представлять люди, которые убивают сегодня Украину и украинский народ? Это СБУ, которые проводят пытки, убийства на территории Украины. Это Умеров, который руководит структурой ТЦК, ежедневно проводит убийства, пытки граждан Украины. СБУ, которая сегодня уничтожает Украинскую православную церковь и проводит геноцид, по сути, православных в Украине. Сегодня эти люди представляют Украину. Поэтому я думаю, что на данном этапе эта переговорная группа невозможна в дальнейшем к реализации переговорного такого уже продолжительного финального процесса. А что же касается по обмену, смотрите, ну, ни для кого не секрет уже, и я не первый, кто об этом заявлял, и не единственный, что в Украине вообще по обменному фонду, по тем людям, которые могут быть включены, скажем так, в обмен, то есть вернуться домой, вернуться в Украину из плена, это в большинстве случаев, за редким исключением, там есть отдельные случаи, это все платная процедура. То есть для того, чтобы забрать своего мужа, брата, дедушку, родственника, люди в Украине за своего родственника должны заплатить. Заплатить там средняя цифра – это $30 000. Кому Вот. заплатить? Кому заплатить? Но в данном случае организацией обменов, практической частью обменов занимается именно структура СБУ. То есть заплатить представителям СБУ, которые формируют, собственно, списки тех людей, которые могут вернуться в Украину, ну, участвовать в обмене. Погодите, Это первый смотрите, вопрос. это ведь это очень серьезное заявление. Да. Это очень серьезное заявление. Насколько массово это явление, кого оно касается, потому что я точно знаю, что этот эпизод, ведь уже сколько было обменов и сколько людей вернулись. И наверняка люди будут писать о том, что Дмитрук лжет,
и наш там сын, наш муж вернулся бесплатно. Вот Да, за редким это исключением, я очень сразу важный, сказал, это очень конечно. важный момент. Поэтому, если вы сказали А, говорите и Б, кого это касается, что это за информация, и, ну, давайте откровенно, то есть, о ком это? Нет, так это, смотрите, за редким исключением есть случаи, когда проходят обмены именно по-настоящему, как это должно быть. То есть военные возвращаются домой по общему принципу, да. А в большинстве случаев это именно избирательный принцип, когда родственникам предлагаются цифры в среднем 30 тысяч долларов. Бывает меньше, бывает больше, до 50 тысяч долларов. Мне известно о цифрах, которые платили родственники за то, чтобы получить своего мужа, брата, дедушку, там, папу домой. Вот такая процедура. Поэтому это очень, очень серьезная коррупционная схема, на которой зарабатывается огромное количество денег. Конечно же, в основе офисом президента, но и крохи падают, ну, если можно назвать это крохами, да, на структуру СБУ. Дальше. Что же касается обменного фонда, насколько мне известно, военнопленных в России, наших солдат, только солдат, я не говорю за там другие группы граждан, больше 10 тысяч человек. Что же касается военнопленных в Украине русских, то, насколько я понимаю, их меньше 1000. И почему сегодня были такие сложные процессы? Потому что попросту не могли собрать группу, которая бы соответствовала обмену, даже со всеми вытекающими обстоятельствами. Также мне известно, что в эту группу пытаются включить и политических заключенных, тех людей, которые сидят сегодня в СИЗО еще с 2014 года по статьям госизмена там, и так далее. То есть политические заключенные. Их пытались в эту группу сегодня включить. Какой будет финальный результат этого, мне пока непонятно и неизвестно. Но, конечно, мы это увидим уже позже. Поэтому сегодня по обмену это такая очередная кровавая, я бы сказал, обмен. Это сегодня такая одна из кровавых кормушек действующей власти, в принципе, и режима Зеленского. Вот. А с обменным фондом будут большие проблемы, пока это не реализуется уже в процессе там, мирного договора между Украиной и Россией. С обменным фондом скоро будут большие проблемы. Есть какая-то информация, кто пойдет на обмен? Мы видели в прошлый раз, предлагались священнослужители. Сейчас как? Нет, не знаю, честно, я не знаю про списки, не знаю конкретно о фамилиях. Нет у меня такой информации. Вернемся к тому, с чего я начинал. Это буферная зона, которую объявил сегодня Путин. Он уже это делал, он уже объявлял, в принципе, об этом немного ранее. Последнее время очень переживают люди за судьбу Сум и Харькова. Понятно, что там, ну давайте так, жизни нет, да, и в Харьков летят и дроны, и снаряды, и в общем было сообщение, что собирается группировка, которая там на границе. Это буферную зону обеспечивать такая, сколько, как бы, зайдут ли в Харьков и в Сумы. Как вы оцениваете сегодняшнее заявление? Потому что исключительно политический вопрос, ну там с военной точки зрения можно по-разному оценивать. Кто-то говорит, что пускай попробуют, мол, все равно есть чем обороняться. Кто-то говорит наоборот, видите, оправданные наступательные действия на территорию Российской Федерации. И то, что там периодически то в Брянской области, то в Курской, в Теткино, то, собственно, идет вот эта война. Это вот, видите, оказались правы. Вот Путин вышел и заявил, что будет буферная зона. Потому что он подразумевает ее за счет территории Украины. Но
если так вот попытаться разобраться и разложить это политически, то, простите, это тогда ни о каком прекращении огня, тогда ни о каких переговорных позициях или длящихся контактах, вот этой продолжения длинного Стамбула речи быть не может. О каких мы можем говорить переговорах, если Российская Федерация идет и забирает? Кто будет сидеть и вести длинные переговоры в Швейцарии, Ватикане или в Стамбуле в то время, когда отодвигается линия фронта от границы в сторону Украины? Смотрите, опять мы с вами возвращаемся к переговорной группе. Сейчас говорим о реальности. Пока переговорная группа состоит из тех людей, которых состоит, и в нее не входят реальные представители украинского народа, реальные люди, которых уважают с обеих сторон, группы, в которые включены реальные эксперты, реальные историки, реальные политтехнологи, реальные финансисты, реальные люди, которые могут говорить и привести к каким-то результатам, а не просто друзья Зеленского, мы с вами будем упираться в трагедию, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. Кстати, вот о реальности, возвращаясь к этому. 4+1, помните, мы с вами сказали, 4 области плюс Крым. На сегодняшний день это такая формула. Это ультиматум поставлен Российской Федерацией той переговорной группе, тому составу, который есть на сегодняшний день. Был бы другой состав, ультиматум был бы совершенно другой, я скажу больше, его бы не было, этого ультиматума, потому что была бы сменена совершенно другая повестка и совершенно другое планирование будущего. Но исходя из того, что есть на сегодняшний день, то 4+1, сегодня 4+1, извините, это будет грубо, но завтра превратятся еще в 3 и более областей. Это устраивает, конечно же, действующий режим. Но понятное дело, что это никак не может устраивать саму Украину, национальные интересы Украины и граждан Украины. Но происходящие события сегодня при действующей власти, они будут вести нас именно к этим событиям. И ничего хорошего они нам, извините, но не показывают и не могут показать. Ни в какой перспективе. Потому что нету общих точек соприкосновения действующего режима с Москвой, действующей переговорной группой в Киеве и действующей переговорной группой в Москве. Сегодня есть более-менее понятные взаимоотношения только между одним переговорным процессом, ну и главенствующим. Это переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой. А переговорный процесс сегодня между Москвой и Киевом, он мертвый, его по сути не существует. Ну и там следующий переговорный процесс, который начался уже с приходом Трампа, это переговорный процесс ЕС между США, я его называю переговорным процессом западной улыбки. Это когда эти члены этих политических субъектов, они друг другу улыбаются, но на самом деле являются врагами, преследуют абсолютно свои интересы и только ждут, пока Трамп оступится, и они смогут продолжать выполнение своей программы. Вот, поэтому в сегодняшнем переговорном процессе существует один реальный переговорный процесс, это переговорный процесс Вашингтона и Москвы, и только этот переговорный процесс может внести реальные коррективы и изменить общую тенденцию в переговорах между и Украиной и Россией. Вот это то, что реально. Важно сказать то, что пока Трампу, грубо говоря, сегодня нужен Зеленский для своей реализации, для своего общения с Путиным, он его использует. Как только ему станет понятно, что у него укрепились взаимоотношения с Москвой, налажены определенные процессы, конечно же, кейс, скажем так, грубо Украина будет им оставлен. Вот. Это для нас, конечно, плохо, потому что Подождите, для нас, что это означает, по вашему мнению? Оставлен, это как? оставлен кейс Украины, это означает, что мы с вами, когда Трамп приходил к власти, я говорил, что это инструмент. Это инструмент, это возможность для нас смены режима,
смены власти и перехода к легализации процесса в Украине, к правовым процессам Украины. Это там или временное правительство, или выборы, и дальнейшая реализация конституционных, правовых, общественных, гражданских процессов в Украине. Да? Но на сегодняшний день мы видим, что Трампу это может быть уже мало интересно, поскольку он в случае реализации более глобальных своих экономических вопросов, связанных с взаимоотношениями с Москвой, может просто оставить этот кейс, не реализовав его ни в каком направлении. То есть не в направлении напитки Киева там, оружием, деньгами и так далее, а также оставить этот проект не в освобождении Украины от, собственно, террористического режима. И в этом случае мы остаемся один на один снова с Зеленским. Он без проблем может продолжать свою реализацию, подпитываясь небольшими поступлениями с определенных групп Запада и ЕС, да, поэтому он может еще какое-то время просуществовать. Если же в Украине не произойдут какие-то глобальные события, изменения, осознания, влияния общества на власть, на процессы, то этот процесс затянется до того, что Зеленский, как я говорил и ранее, объявит себя президентом свободной страны за границей без уже, собственно говоря, самой страны. Это, конечно же, не произойдет завтра, это не произойдет там, через несколько месяцев, но это произойдет в ближайшей перспективе, если не произойдет более существенных процессов изменений внутри страны. Это мы с вами подходим к процессу, вот как это реализовать, как это изменить и так дальше. Мы с вами, знаете, вот когда задавали вопрос, а что люди могут сделать? Да, что никто ничего не может сделать, военные, даже недовольные военные в большинстве своем не выходят к офису президента, не требуют и так далее. Мы с вами свидетели сегодня того, как одна женщина противостоит 10 бандитам, 10 ментам и ТЦКшникам и отстаивает интересы и жизнь мужчин. Ну, вот. И таких случаев мы с вами видим каждый день. И поэтому у людей сегодня есть реальные возможности, реальные шансы противостоять режиму, потому что сегодняшним, я даже не поддержка, а сегодняшним молчанием и согласием с режимом мы даем возможность двигаться ему дальше и реализовывать свои амбиции за счет нашей крови. То есть зафиксируем Вот. мысль, она заключается в том, что отказ Трампа и выход из переговоров, выход из Украины, это фактически пролонгация режима Зеленского. Собственно, Зеленский этого и добивается. Один из вариантов, да. То есть, если Зеленский добивается выхода Трампа из этого кейса, да, он может продолжить, собственно говоря, свою эту миссию. Идея это не назовешь, потому что идея, она может держаться, она может подкрепляться, она может поддерживаться народом, даже в какой-то степени, да, а это его миссия, да, и эту миссию, да, свою, он может продолжить, совершенно верно. Мгм. Хорошо, тогда давайте поймем, как в это встраивается и встраивается ли вчерашнее убийство Портнова. Человека, поддерживающего Зеленского. Человека, люди которого обслуживают и, собственно, инфраструктуру строил Портнов, да, и влиял на нее до вчерашнего дня. Но люди, которые обслуживают эту инфраструктуру, я имею в виду судебную, правоохранительную, юридическую и судебную, ну и в общем и прочее, да, вот все, что связано вокруг этого. Одни говорят нам, за вчерашний день вылили тонны версий, говорят, что это русские, чтобы свалить на Украину, или русские, потому что они там, не знаю, мстят или каким-то образом
собственно, подчищают, потому что все-таки Портнов был, как говорят многие, на стороне Зеленского. Другие говорят, что нет, Портнов не был на стороне Зеленского, у него было очень многое на Зеленского и Ермака, имеется в виду компромат. И, собственно, приближение определенной развязки в Украине и приближение выборов, в котором там то говорят, то не говорят, то кричат, то очень шепотом. Это вот, ну, собственно, чтобы компромат никуда не ушел, он был несговорчив в плане компромата. Что думаете вы и как оцениваете вот эти версии, которые звучат в украинском сегменте разного калибра? Ну, кто-то радуется, а кто-то пытается проанализировать и понять, cui prodest, да, или как там, кому выгодно. Ну, радоваться в этом случае, как и в случае любого другого убийства, это вообще верх цинизма. Вот. Что же касается следующего. Ну, первое, что я могу сказать, это очевидно точно, что это такие системные убийства, попытки убийства, это порождение действующего процесса, которые породил действующий режим. Это я скажу точно. Как вы уже успели подметить и сказать, из этого случившегося убийства каждая группа, каждый там какой-то эксперт, блогер и политик получают свое. То есть каждый говорит о том, что это было выгодно кому-то другому, и это мог совершить кто-то другой и так далее и тому подобное. Нельзя отрицать то, что Андрей Портнов занимал достаточно весомое место в украинском политикуме достаточно продолжительное время. Андрей Портнов влиял, безусловно, на множество процессов. Он был задействован очень серьезно в процессе судебного, я скажу так, администрирования. Если сюда подходит такое слово, в какой-то степени он был таким системным администратором судебной системы, в меньшей степени правоохранительной. Конечно же, нужно сказать, что его, скажем так, навыки, его умения, его знания и его коммуникации, в том числе с судьями, они были полезны абсолютно любой власти, и любая власть, конечно же, могла их использовать. Андрей Портнов участвовал, опять же, исходя из тех мнений, тех позиций, тех заявлений его друзей, его соратников, участвовал во множестве различных процессах, во множестве решений вопросов финансовых, имущественных, в том числе сегодня таких нашумевших санкционных процессов. Вот. И подводя этот итог, я хочу сказать одно, что Портнов был, безусловно, очень удобный для действующего офиса президента, а в определенный момент они просто поняли одну простую вещь, что очень скоро он может стать более опасным, чем полезным. Поэтому, исходя из того, что я сказал, это почерк режима. Режим на сегодняшний день реализовал уже не одно заказное убийство. Есть убийства, о которых не расскажет и не покажет. Это убийства людей, которые для режима в Киеве там являлись просто исполнителями каких-то непубличных, негромких дел. Их убийства тоже происходят. В Испании, мы же помним, уже было не одно убийство. Вот, и покушение в том числе на Анатолия Шария. Я об этом могу так говорить, потому что я, собственно, являюсь участником этого давления, этих покушений со стороны режима. По личному указанию Зеленского меня пытались несколько раз убить в Киеве. Зеленский дал приказ
нескольким преступным группам, нескольким группам пиксельных уродов, после чего мою ликвидацию готовили в Лондоне, чему есть соответствующие расследования и доказательства. Поэтому о действиях режима я знаю не понаслышке. Когда из офиса поступил приказ украсть мою жену, маму и двух маленьких детей в Румынии. Вот. Поэтому о действиях режима Зеленского я знаю не понаслышке. И здесь не нужно искать каких-то, знаете, таких вот историй, что вот он работал там с офисом, это они, это не могли, потому что он им был интересен. Еще раз повторюсь, он уже мог стать для них более опасен, чем интересен. Он без проблем мог участвовать в процессах ймовірної майбутньої влади. Або ж уже добре працювати з тою владою, яка могла пройти після Зеленского. Да? И зная очень много процессов, которые происходили в Украине, скажем так, мягко, нехороших, неправильных, незаконных процессов, да, он мог быть очень полезным кадром. Поэтому трагедия для семьи, страшное событие, вот, но если мы уже будем обсуждать его вот в плоскости такой общественной, политической, то такая моя мысль, такое мое мнение. Я считаю, это процесс, порожденный действующим режимом. Ну, он был порожден еще при режиме Порошенко. Ну, вот, уже тогда убивали за инакомыслие. Вот, и считали, что убить проще, чем договориться и поговорить. Вот, так же происходит и сейчас. Зеленский просто укрепился в этом статусе, и при его режиме это стало более чем возможно. Поэтому по убийству Портнова может быть много всего, и люди, которые нас смотрят, может быть, даже больше знают, может быть, о каких-то конфликтных ситуациях, может быть, о нерешенных вопросах и так далее. Но одно отрицать невозможно. Это то, что это прямая связь с офисом президента, террористическим режимом, который сегодня основался в Украине. И я хочу сказать еще очень важно, Александр, что отголоски создавшегося сегодня террористического режима, этого ЧВК, мы с вами будем, скажем так, пожинать плоды этого режима еще очень долго после его окончания, потому что они сегодня наплодили большое количество людей, которым, скажем так, свойственно и которым нравится выполнять определенные задачи. И, конечно же, их услуги будут очень долгое время востребованы. Поэтому этот процесс, это процесс, порожденный офисом президента, это если вот в общем. Ну, давайте тогда в частности. Давайте. Ведь свято место пусто не бывает. И это влияние Портнова на судебную систему, оно куда-то должно перейти. Наверное, к Ермаку, подумают все. Или есть какие-то еще варианты? Смотрите, в чем здесь вопрос? Вопрос, как я помните, сказал такое слово, системный администратор. Это человек, менеджер, который умело управлял определенным процессом. Он был, скажем так, такой ниточкой между преступными приказами офиса президента и исполнителями, то есть судьями и определенными силовыми структурами, потому что в меньшей степени. Вот. Что же касается дальше, свято место пусто не бывает, но в данном случае нет необходимости для того, чтобы управлять аппаратом напрямую тому же Ермаку, Зеленскому и так далее. То есть, если говорить о Портнову, предположить, да, что он мог быть просто удобным инструментом для того, чтобы реализовывать преступные действия офиса президента, да, то в данном случае нет никакой проблемы, и не нужно искать какого-то человека X, который мог бы, грубо говоря, чисто теоретически, да, занять то место, которое мы предполагаем занимал Андрей Портнов в этой системе. Поэтому
Я думаю, что Ермаку не составит труда заниматься этим вопросом сейчас самостоятельно. Особенно, я думаю, что Ермак как раз к этому событию, скажем так, был готов больше всего. Вот, и заранее понимал, что ему нужно будет сделать. А вот скажу, что у меня есть такая информация касательно судов, ну, вот, киевских, в частности, главы судов собирались, главы судов общались после этого события и, значит, обсуждали, не знаю, обсуждали что, но было такое, скажем, срочное собрание, обсуждали, наверное, что делать дальше, потому что на самом деле были определенные процессы завязаны. Еще, знаете, хотелось бы вот нашим зрителям напомнить такую вот убийство Киреева. Помните, в первые... Члены переговорной группы, да. Еще была шутка, а кого из этой переговорной группы убьют. Ну, тут пустили Да. вот этот слух о том, что переговорщики, переводчик, секретарь сбежали. Ну, такое абсолютно такая Да, полубайка, но вроде как, да. ну, не убили никого, уже хорошо. Да, смотрите, полубайка, но это просто сегодня статусность переговорной группы, статусность их помощников, да, позволяет нам с вами и жителям Украины, даже если это был какой-то фейк или вкид, полностью думать о том, что это возможно. Итак, я хочу вернуться к Кирееву, потому что я был параллельным участником этого процесса, поскольку Киреева убили в промежутке, ну, пишется, что 5 марта, в промежутке вот 3-5 марта, и реализация покушения убийства на меня было тоже с 4 на 5 марта. Так что касается Киреева, Киреев был членом переговорной группы. Киреев был сотрудником ГУРа. Киреев участвовал и был, по сути, членом власти, ну, членом команды Зеленского, понимаете? И его убили как предателя выстрелом в затылок, да? Поэтому, и знаете, а что касается меня, для многих наших зрителей, я уверен, для многих граждан Украины, которые следят за политикой, я остаюсь членом команды, поскольку я пришел в парламент от партии «Слуга народа». У меня в Википедии до сих пор написано член партии «Слуга народа», хотя я никогда вообще не был членом партии «Слуга народа». Но не об этом. Для многих людей это вызвало бы определенные вопросы. Но при этом для офиса президента, для их пула, не составило труда убить Киреева, члена переговорной группы, и хотеть убить Дмитрука. Понимаете, о чем я говорю? Не о том, что когда пытаются сказать, что офису это было неинтересно в какой-то степени, да, то это совершенно не так, потому что в сегодняшнем постмодерновом или постмодерновом образце правления в Украине логические решения просто отсутствуют, и их просто нету. Ну вот. И я хотел бы подвести уже этот итог, что это будет продолжаться. И, кстати, тоже многие эксперты сказали тоже об этом. Блогеры вообще там начали какие-то политически между собой ругаться, рассказывать, что следующий там ты, следующий ты, следующий Откуда это ты. вообще? Что это Да за... это, ну, честно, это полнейшая ерунда, знаете, это особенно те люди, которые выехали за границу, которые не могут жить в Украине, потому что там Зеленский, да, потому что Нет, там ну режим, подождите, потому что там убивают. Портнова убили за границей. Да, 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 так я же об этом говорю. И вот люди, там, политические эксперты, как они себя могут называть, там, какие-то блогеры, там, да, они уехали из Украины от режима Зеленского, от преследований, от диктатуры, от того, что их могут посадить в тюрьму, они уезжают за границу, и вместо того, чтобы объединяться, вместо того, чтобы поддержать друг друга, они ругаются с друг другом, они берут вот эту гадость от Зеленского, и еще друг другу угрожают. Я не хочу называть просто фамилии, имена, это в интернете кто следит, это было же видно, да, между блогерами, что это происходило. И они начинают рассказывать, ты за океаном следующий, ты там за границей следующий и так далее и тому подобное. Грязь, и ничего хорошего в этом нету, потому что одновременно человек пытается противостоять режиму, но при этом берет из режима этого и напитывается самым гадким.
Понимаете, это очень плохой показатель и точно не играет на пользу, скажем так, нам общей, общей коалиции к режиму Зеленскому. Вот Нет это ее, внутреннее. нет ее общей коалиции. Причем ни за рубежом, ни внутри страны нет. Но это, кстати, вот это такая большая проблема, потому что условная, если мы разделим сегодня ситуацию политическую, общественную в Украине на две партии, да, на всем известную партию войны, главой которой является Зеленский, который ее представляет, ну и все сегодня так называемые новосозданные элиты, да, это партия войны там Порошенко, все эти праворадикалы, Стерненко, Притулы и так далее, да, партия войны. И вот она очень ярко представлена сегодня в Украине. У них, кстати, четко развито чувство того, что их ждет, когда война закончится, да, и они четко понимают, какой период для них наступит. Ну и, конечно же, они подпитываются административным ресурсом, они подпитываются влиянием сегодня, они подпитываются безнаказанностью в Украине. А что же касается нас, может, кому-то это там не понравится, что я сейчас скажу, или он не считает себя таковым, и это очень плохо, я скажу, если у кого-то есть какие-то индивидуальные взгляды на это. В этом-то и проблема. Это партия мира. Вот. Потом это партия мира, которая на сегодняшний день принадлежит огромное, идеологически огромное количество людей в Украине и за границей. В Украине такие люди, которые вообще не могут не то, чтобы даже выступить с этой идеей, да, потому что это чревато последствиями жизни, да, или тюремного заключения, или гибели на фронте. Вот. А в Украине это невозможно произнести, реализовать и так далее. А за границей этих людей тоже достаточно много, но при этом каждый ищет для себя какую-то свою ячейку, каждый нуждается в себе в какой-то своей реализации этого проекта и не хочет входить даже в такую, ну, скажем так, общественную коалицию, поддержав того или иного условного участника этой партии мира. Вот. Это даже, к слову, что мы можем сделать, на что мы можем повлиять. Конечно, когда каждый преследует свои личные интересы и ставит их выше национальных на самом деле, ну, такие случаются проблемы. А если бы каждый из нас национальные интересы страны и идею будущего мира ставил выше собственных, тогда бы, конечно же, у нас бы у всех получилось бы хорошее объединение, и мы могли бы донести всему миру свою Вы позицию сейчас и показать, да, всему миру, что есть, кроме партии войны Зеленского, есть еще и обратная сторона медали, понимаете? А так это невозможно показать. Вот смотрите, Запад же как смотрит в Украину? Происходят избиения, пытки, воровство и даже, а люди молчат, а люди не выходят, а людей нету и так далее и тому подобное. Как объяснить сегодня Западу, хотя он очень разный, этот Запад на сегодняшний день, что в Украине люди недовольны? Как объяснить это, если даже мы в общественной плоскости не можем объединиться ради того, чтобы достичь цели? Значит, на самом деле мы не так искренне этого хотим. Да нет, значит, система щупальца опустила очень далеко и глубоко, в том числе в Вы этот имеете в самый виду, народ. вы Система имеете в внутри, виду, да. да, Нет, вы ну, имеете в виду, что не все те оппозиционеры являются реальными оппозиционерами? и это тоже, конечно. Щупальца системы очень глубоко, они вот достают до каждого. Ну вот тоже, да, кто может назвать Марьяну Безуглую оппозиционером? Ну вот Смотрите, кто? да, все, что сегодня в Украине нет оппозиции. Оппозиция невозможна к существованию в Украине. Те, кто сегодня в Украине называются оппозиция, это все люди, которые согласны с режимом Зеленского. Все, не дано другого. Мы перешли уже такую промежуточную линию, когда в Украине еще можно было быть оппозицией. Все, вся оппозиция убита, сидит в тюрьме или находится за границей в изгнании. Причем оппозиция не только такая, скажем так, которая претендовала на какие-то политические там места, на политическое будущее, а имеется в виду любая оппозиция, да, это и журналистика, и альтернативные мнения, экспертные мнения, то есть любая оппозиция, Артем, любое альтернативное мнение. страшные мысли приходят в голову, очень страшные. Я помню, когда
об этом говорили таким же образом про Путина, да, что нет оппозиции внутри, все только те, которые выехали. А потом, спустя, опять-таки, это все развивалось параллельным курсом с боевыми действиями, с сменой, ну, в общем, как шли боевые действия, с продвижением тоже российской армии, политическими изменениями в мире. А потом повсплывали коррупционные скандалы, эта оппозиция российская начала жрать саму себя, там Навальная по-своему, там Ходорковский по-своему, и все-все-все вот эти люди. И к чему я, в чем страх, да, мысли? В том, что, прости господи, ну так а чем мы отличаемся? Нет, смотрите, Нет, здесь есть... подождите, тут глубже Да. мысль. И Мгм. прошло определенное количество лет, и сейчас отдельные оппозиционеры говорят, извините, но Путин прав. Вот пройдет еще несколько лет, вот если, допустим, сработает сценарий такой, что, хотя есть об этом как бы причины, я не верю, что это все продлится еще там даже год, да, да, вот максимум полгода. Это мое убеждение, я его обосновываю, причем там с аналитикой, с выкладками. Сегодня вот министр финансов Марченко, министр финансов Украины, я подчеркиваю, говорит, слушайте, европейцы, ну что вот это Ваньку валять, ну что вот это, ё-моё, давайте сразу процент или там полпроцента от вашего ВВП отправляйте на ВСУ. Все, проблема решена. Это вот с таким предложением он сегодня вышел. Понимаете? То есть я не верю, что это вообще возможно, хотя уже в этом мире возможно все. Мне кажется, что ресурсы, истощения будет, максимум хватит на полгода. Однако пройдет еще несколько лет, если этот сценарий проиграется, если вдруг, то пройдет там год, два, три условных, и вот эти все оппозиционеры, которые против Зеленского из-за рубежа, там объединялись, кучковались, там искрили между друг другом, скажут, слушайте, а Зеленский прав. Потому что лекало у Зеленского построение системы путинские, только в уродливой форме, миниатюре, со спецификой на, ну как личность, да, личность. Если бы, ну там просто нельзя сравнивать там прошлое и опыт и личности. Тот актер, да, тот, скажем так, из структуры безопасности. Вот поэтому вот, но он всячески пытается тянуться по построению системы. Ведь по сути мы сейчас имеем вот все то, о чем, помните, там 3 года назад кричала там российская оппозиция. Смотрите, первое, нельзя ни в коем случае сравнивать Зеленского и Путина. Это два абсолютно, если сравнивать, если говорить о Зеленском как о политическом субъекте, это два абсолютно разных политических субъекта с абсолютно разными видениями, с абсолютно разным подходом. Это первое, несравнимое абсолютно. Даже так, как вы сказали, в миниатюре и с таким ужасным взглядом, да, на всю эту историю. Зеленский не подходит. И правильно вы говорите, что из-за отсутствия идеи у Зеленского, которая есть у Путина и которая активно распространяется и на сегодняшний день в России приобрела максимальную поддержку, в России на сегодняшний день, да, то у Зеленского этой идеи нету, и ваше суждение о том, что режим этот рано или поздно закончится, а по вашему мнению закончится в ближайшее время, она абсолютно правильная. Что же касается дальше оппозиции, Так, ну, а что за идея? понимаете, Подождите, стойте, идея какая у да. Путина? Не, ну это же очевидно. Смотрите, здесь мы не будем говорить сейчас о, допустим, о империи, да, там это немножко другое. Я бы здесь сказал о том, что сегодня то, что мы видим в России, собственно говоря, когда Запад думал, что Россия вот-вот-вот рассыпется, и благодаря этой войне в России как раз мы видим на сегодняшний день вот этот процесс всем нам известного пресловутого гордости за 9 мая,
объединение всех людей вокруг идеи первенства, вокруг идеи там Россия превыше всего, да, и так далее и тому подобное, вокруг православия. За этих 3 года в России все эти идеи приобрели невероятно массовый характер и невероятно утвердили людей в этих мыслях, в этих идеях, в этом единстве. Единая Россия, единая вера, единое государство, наша победа, наше превосходство и так далее и тому подобное. На сегодняшний день Так эта идея, да, механизмы же одинаковые, вы же да не, видите. ну какие, нет, Только механизмы совершенно не там вот это, одинаковые. нет, это сейчас очень важно. Механизмы влияния на общество одинаковые. Вот там вот эта идея, а здесь вот берем просто, представляем приставку анти. Все. И все в Нет, едином нет. порыве. Подождите. В Хмельницком вчера должен был Ануфрий приезжать. Э, Вот эти паки с свиной кровью. Карась даже там бегал где-то. Вот эти крики там, да, облили церковь, митинг. Все думали, захватывать будут. Нет, они просто вот прознали, что должен приезжать настоятель Украинской Православной Церкви, и так сделали. То есть, в принципе, и как вот, знаете, парадокс. А сегодня в России вернули кресты, потому что многие там начали возмущаться, мол, простите, пожалуйста, еще там, ладно, бог с ними, с чеченами, да, которые там на своих полигонах рисуют герб Российской Федерации без православных крестов. Ну, вроде как специфика региона, можно съехать, но когда на сайте президента стали ромбики вместо крестиков, сегодня вынужден был Песков говорить, там, говорит, это все как бы не о том, вы ничего такого не подумаете, технические вещи. Ну да, технические. Раньше кресты не было видно, сегодня вернули, понимаете? А тут анти. То есть механизм один и тот же они используют, ну, как бы я имею в виду, власти. Смотрите, у нас проектность, я возвращаюсь с вами снова к тому, что у России нету проектности. У России есть идея, к которой они идут. В конце концов, российские чиновники уже много лет подряд получают книгу о России, о ее продвижении, о ее смыслах и так далее и тому подобное. В Украине же существует проектность. Украина как проект антироссия, который в Украине реализовывается уже несколько десятилетий. В этом проекте участвуют абсолютно все представители власти, которых мы знаем, все президенты, которые продали, скажем так, душу дьяволу и стали руководителями этого проекта, продвижения этого проекта в его реализации. Первым и самым ярким представителем был второй срок Кучмы, который написал, ну, не он написал, а от него была написана книга, которая называлась «Украина не Россия», если я правильно помню, или да, «Украина не Россия», по-моему. Вот. И он первый, кто хотел запрыгнуть в этот вагон существования Украины анти-России, реализация этого проекта. И после него уже все президенты соглашались на будущие политические перспективы на участие в этом проекте. И вот пока этот проект реализовывался, скажем так, путем мягкой войны, в это же время эту проектность хотели реализовать и на самой России, Россия антироссия, да. Также это было создано в ряде других государств, например, таких как Грузия. На сегодняшнем этапе этот проект потерпел на сегодняшнем этапе поражения. Никто не говорит, что он не возобновится. Вот. А в Украине это приобрело более яркие формы мягкой войны, создания из Украины антироссии, а Зеленский стал уже, так скажем, венцом победы этих событий, потому что он смог реализовать и смог сделать все для того, чтобы инициировать войну, скажем так, привести войну в Украину. Вот, поэтому у нас все совершенно по-разному. У нас проектность, у них идея. Вот. Поэтому в этом вопросе здесь я не вижу вообще никаких единых формул, там, единого видения этой истории, тем более реализации государственной политики. В России есть понимание вертикали власти, в России есть понимание управления власти и так далее и тому подобное. В Украине же это исключительно принятие решений совместно с западными странами в коллективное решение.
Вот. Если говорить уже дальше, то в России есть и национальная идея, и национальные интересы. В Украине этого же нет. Вот здесь рассматривались национальные интересы западных государств и реализовывались интересы западных государств. Вот. Я не хотел бы дальше рассказывать о плюсах и минусах идеи и проектности. Вот. Просто на данном этапе хочется сказать, что Украина, будущее Украины неизбежно в союзном государстве России, Белоруссии и Украины. Я считаю, что Украину за эти, скажем так, ну, грубо говоря, 30 лет она занималась абсолютно не своей органической жизнью, то есть ее искусственно пытались реализовать на территории западной, как я сказал уже, этой западной искусственной улыбки, да, в формате переговорного процесса, я упоминал ранее. То есть все эти несколько десятилетий Украина напитывалась неестественной для себя программой, неестественным для себя образом жизни. И я считаю, что жизнь Украины в будущем неизбежна в реализации именно независимого, суверенного, да, государства, союзного государства России, Белоруссии и Украины, А как скажем так, единство православных народов. Это будет тогда органическая история, сейчас мы, и тогда, да, уже да, будет сейчас мы идея, про да. православные народы поговорим. А когда вы так начали считать? В смысле? Ну, когда вы так начали считать, что Украине место в союзном государстве Украины, России и Беларуси? В 2019 году, когда избирались народные депутаты от «Слуг народа», вы так считали? Конечно, именно тогда, когда я проходил, скажем так, собеседование в команду, ну, будем говорить грубо, в команду президента Зеленского, да, были определенные пункты, определенные договоренности, да, с моей стороны, это вопросы языка, вопросы веры, вопросы мира. Я хочу вам отметить и сказать, что тогда, на том этапе, как раз эти вопросы прямо сходились с вопросами самого Зеленского, потому что Зеленский говорил о том, что он идет как раз президентом мира. Он говорил о том, что мы закончим войну, мы наладим процесс в Луганской, в Донецкой области, и это наша основная причина, что мы закончим войну, там, опять же, эти все лозунги, да, там, за несколько дней и так Нет, я, далее и тому я почему подобное. спрашиваю? Смотрите, Да, получается, что «Слуга народа» образца 2019 года, то есть 6 лет назад, то есть знали коллеги, что вы за союз России, Украины и Беларуси. Получается так. конечно, конечно. Ну а в чем вопрос тогда? Смотрите, мы же можем четко отследить, допустим, даже не 19 год, а даже уже последние периоды перед началом Большой войны, перед 24 февраля 22 года, мои заявления, четко я сейчас помню, последние одни из заявлений в Верховной Раде, когда уже был такой ажиотаж о том, что может начаться война и так далее и тому подобное, я говорил о том, что нам срочно нужно начать переговоры с Луганском и Донецком. Я уже в вашем эфире не раз заявлял о своих формулах углеобмена на продовольствие в Луганском, Донецком и так далее. Поэтому это формула, которая была у меня постоянно, убеждение, которое было у меня постоянно, просто со временем, конечно, оно, скажем так, приобретает, скажем, какие-то новые формы, да, адаптируется к современным реалиям там, и так далее и тому подобное. Ну, допустим, на данном этапе, к чему это говорю, адаптацию там, и приобретение новых форм, да, не просто взаимодействие Украины, России и Беларуси, а сегодня, допустим, есть союзное государство, да, где генеральным секретарем является Сергей Глазьев. Да, так он четко говорит, что союзное государство одно из направлений возрождения единства России, Белоруссии и Украины. То есть союзное государство видит в будущем уже нас как политического субъекта. И что самое важное, еще раз напомню, что эта формула является исключительно положительной в этом направлении, в экономическом, политическом, культурном, и не лишает субъектности, независимости наше государство. И что самое главное в этом вопросе, помните, когда мы все говорим гарантии безопасности, как нас всех кормят, извините за выражение, комбикормом западным, гарантии безопасности. Реальная гарантия безопасности может существовать только
Украины в формате союзного государства. Вот и все. О православии. Сегодня очень важное событие произошло. Сегодня сняли директора национального заповедника, ну это музей, да, музей-заповедник Киево-Печерская лавра. Сняли за то, что он недостаточно боролся с имперским наследием. Он вышел и говорит, сейчас идет борьба за контроль, влияние над этой, ну, над лаврой. То есть, получается, ну, люди, как бы они переругались, захватили лавру, выгнали из верхней лавры УПЦ, в нижней лавре они еще служат периодически, но вот они переругались между собой. Причем министр культуры вышел, в общем, все вышли. Я вижу, что это абсолютно прямым образом связано. Это причем в день там, Николая Чудотворца сегодня. Да, то есть очень интересно было наблюдать. Кто сейчас борется за лавру? Кто побеждает? Зачем она нужна? Почему, собственно, да, директора лавры, имеется в виду хозяйственного комплекса, там целый там, музейный комплекс, это не, вот поэтому я говорю директор лавры, да, так что упрощать. Почему его сменили? И связано ли это с каким-либо образом, что 27-28 в этих числах заканчивается действие закона о том, что ну, как бы всем рекомендуется перейти в ПЦУ, ну вот, да, УПЦ будут закрывать, УПЦ будут объявлять вне закона, потому что они связаны с, или подчинены, как нам говорил Еленский в интервью, вот они до сих пор подчинены РПЦ. Поэтому, судя по всему, вот конец мая, начало июня готовятся такие очень серьезные действия по запрету Украинской Православной Церкви и как делят лавру. Вот два таких момента, которые я Да, хочу, чтобы вы прокомментировали. да, хорошо. Ну, значит, смотрите, что же касается лавры. Ну, лавра, скажем так, за нее в таком глубоком смысле этого слова никто не может бороться, она никому не может принадлежать, так как она принадлежит, собственно, Господу Богу, она принадлежит святым нашим святым угодникам Божьим. Вот. Лавра принадлежит всем православным людям, собственно, которым Господь и даровал такие места, где люди могут молиться, получать покаяние, да. Вот, поэтому в таком глубоком смысле этого слова, знаете, это все такие мелкая шушера, мелкие разборки, которые не касаются глубокого и духовного. Ну, вот. Конечно же, это очень бьет по нам, по православным. У меня был личный такой эпизод уже с бывшим директором, скажем так, Лавры. Еще будучи в Украине, я написал письмо. Я хотел переехать в Лавру, хотел привезти деток на экскурсию. Имеется в виду не своих, а группу деток там с малообеспеченных, с многодетных семей. Я с 2012 года организовываю такие паломнические поездки по святым местам Украины. И вот в очередной раз я хотел это реализовать. И, собственно, этот директор запретил мне это сделать. Вот, запретил нам организовать эту экскурсию на территории Лавры с этими детками. Так что у меня про Почему? этого, ну, видно, он увидел в этом что-то недуховное, наверное, ну, с ихней бесовской точки зрения. Вот, запретили, мы написали письмо, нам ответили, что данное мероприятие на территории Лавры они не могут согласовать. Естественно, территория Лавры закрыта, охраняется полицией, поэтому понятно, что с несколькими десятками деток мы не могли попасть на территорию Лавры без согласования. Вот. А что же касается того, что они там между собой делятся, увольняются, там я уверен, что за стенках и дерутся, делят то, что им не принадлежит, не принадлежало и никогда не будет принадлежать. Лавра обязательно вернется в лоно нашей Украинской Православной Церкви. Вот, это все неизбежно. Вот. А сейчас они не способны просто
не способны созидать такие процессы, не способны руководить такими процессами. Они бьются за то, чтобы участвовать в этом, чтобы получить какие-то там выгоды, какие-то деньги со входа, которые они сегодня собирают, там какие-то копейки, талончики и так далее и тому подобное. То есть я хочу сказать, что не способны они. Они существуют, пока существует режим, который их поддерживает, который их защищает, который их финансирует. Ну, у нас же, как получается, в государственной церкви, этой ПЦУ, да, которая, собственно, и захватила часть Лавры и захватывает наши храмы ежедневно по территории Украины, у священников, у этих ПЦУ, у них же есть государственная зарплата. Она неофициальна, она получается в конвертах, но они получают все зарплату. И поэтому вот представьте себе, вот когда режим падет, собственно, Зеленского не будет уже в Украине, да, это не будет, по сути, интересно как проект такой ПЦУ, да, государственной церкви, она просто развалится А, одномоментно, в один день. а откуда получают зарплату? Подождите. Ну, смотрите, ПЦУ – это Нет, смотрите, государственная давайте так. церковь, да, Церковь, государственная организация. церковь живет на, ну, М. взносы от паствы. Нет, это наша церковь живет от паствы за взносы, за пожертвования. Украинская православная церковь в Украине, каноническая церковь, наша живет на взносы, на пожертвования, да, а ПЦУ живет за счет зарплат, которые платят каждому священнику. Значит, Зарплаты... из бюджета? Нет, это черные кассы, черный нал, который реализуется в офисе президента это отдельная тема, да, с различных поступлений, да, имеется в виду коррупционных, преступных преступлений, и часть выделяется на свою церковь, ну, как выделяют на свои там ручные общественные организации, как выделяют на пиксельные всякие эти организации уродов, на того же Карася, который прибегает там и кричит, дерется с женщинами, с монахами, со священниками, да. Это же все есть отдельные такие, скажем так, фонды в офисе президента, которые финансируют эти общественные организации, военных, вот, и сейчас финансируют эту церковь. Каждый священник получает зарплату, поскольку их существование просто за счет, грубо говоря, паствы, за счет прихожан, оно невозможно. Вот. У них просто нету прихожан, за счет которых они могли бы существовать. Жизнь церкви, Александр, это очень сложный, очень трудоемкий, очень энергоемкий, очень сложный созидательный процесс. И в организации ПЦУ просто даже нету таких людей, которые могли бы это создать. То есть нету людей, которые могли бы привлекать людей, которые Ну, могли бы соответственно, приобщать людей, да. цель власти сделать какой-то симулякр, чтобы церкви не было вообще. Ну, цель власти изначально была, чтобы независимой церкви вообще не было в Украине. То есть Зеленский думал, что у него получится еще в начале войны, потом перед голосованием за первое чтение законопроекта, он думал, что у него получится закрыть все наши церкви, что у него получится, грубо говоря, избавиться от такого большого независимого религиозного объединения, избавиться там одним махом. При этом сразу создать альтернативу, такую государственную церковь, над которой он будет, собственно, иметь контроль. Ну вот. Но это нереализуемо. И даже если, возвращаясь к вопросу, что уже сегодня прошло 9 месяцев от того момента, когда был принят законопроект во втором чтении, то есть вступили в силу определенные нормы, которые говорят о том, что если Украинская православная церковь не лишилась там каких-то определенных там вопросов, связанных с Российской православной церковью, там, с Московским патриархатом и так далее, то по решению суда, по мнению экспертных комиссий, ее будут закрывать. Так вот, я в этом вопросе подведу небольшой итог, расскажу о том, что больше уже, чем реализовано на сегодняшний день властями, общественниками, членами даже отдельно ПЦУ, Государственной Церкви в Украине, уже сделать невозможно. То есть на сегодняшний день они забирают наши приходы, забирают наши храмы, с
скажем так, где у них на это есть возможности, на это есть силы. Ну, например, когда у них есть, скажем так, свой глава громады, где у них есть свой мэр, да, как в Черкасах, допустим, мы с вами наблюдаем. Почему у них там есть возможность это реализовывать? Потому что они подкрепляются местными органами самоуправления, понятно, активистами, понятно, полицейскими, и забирают эти храмы. А более сильные общины, где местные власти не идут на этот преступный сговор, такая реализация становится невозможной. Если бы была возможность отобрать больше наших храмов или полностью их забрать, они бы уже, конечно же, это сделали в полном объеме. Еще важно отметить, что даже те храмы, где у нас забирают, эти храмы или закрыты, или там устраивают какие-то вечеринки, концерты, сдают в аренду эти храмы, а наши прихожане Украинской Православной Церкви, наши люди, наши православные люди продолжают молиться в арендованных помещениях, в домах и так далее и тому подобное. Поэтому, откровенно говоря, эта преступная деятельность, она Ну не так привела ни к чему. откровенно Она, говоря, УПЦ ждет да, изгнания после да, ну как, 27 числа. это невозможно, Александр, смотрите, это вещи, которые невозможны, они невозможны. Ну, УПЦ, Украинская Православная Церковь, православные люди в Украине, их изгнать невозможно, они вот есть всегда. Вы можете закрыть храмы, вы можете сжечь храмы, вы можете сделать что угодно. Сегодня владыка Арсений сидит в тюрьме, у него очень плохое состояние здоровья, у него там куча всяких физических проблем и тому подобное. Он сидит в тюрьме по личному указанию Зеленского, без единых на то причин. Но при этом он остается православным, он молится за всю свою паству, за Украину, за мир и так далее и тому подобное. Ну вот. И это не забрало у него православие, его веры, его состояние. Точно так же и у всех православных. И даже если, но этого не произойдет, никого не сгонят, и те храмы не закроют. Потому что этому процессу, этому проекту скоро приходит конец. Вот. А что же касается, это невозможно. Но останутся все равно, не бывает такого периода. Понятно? Церковь была всегда, она есть и будет. И никакие Зеленские не могут это поменять. Никаким образом, понимаете? Они могут убить всех, все равно православие останется. Невозможно. Есть незыблемые вещи, которые существуют, потому что они существуют вопреки всему, что есть. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, когда должен уйти Зеленский? Он никому ничего не должен. 12% после перемирия, 4% после окончательного мира, ну то есть когда уже подписаны будут окончательные бумаги, ну и 72% на пике краха перед самой капитуляцией. То есть вот когда будет действительно все обрушено, обсыпется, вот тогда он, собственно, и уйдет. Что скажете? Я скажу, что это, ну, видите, не было прогноза у вас, что нужно уйти уже сейчас или еще вчера. А что же касается этого, ну, это плохо. Это плохо. Почему? Потому что должен произойти процесс тяжелый в Украине, и только тогда это станет таким уже рычагом воздействия на преступный режим и на Зеленского. Это плохо, и таким процессом может стать реализация еще определенных территориальных процессов, вы же сами понимаете, да, или же серьезных внутренних волнений, собственно, и сопутствующих всяким негативным территориальным изменениям, сопутствующие процессы. Поэтому, да, это один из плохих сценариев. Мы с вами, помните, всегда ранее на эфирах говорили, что существует несколько сценариев, реализуемых Зеленскому. Да? Один из них это была победа Трампа, когда можно было бы что-то реально изменить. Вот. Следующий этап более плохой, более жесткий, это когда наступает уже такой процесс, когда, скажем так, вот перед капитуляцией, да. Да, Перед значит, капитуляцией, да. Артем, режим Блиц, вопросы от нашей аудитории из частного канала зрителей в Телеграме и сообщества Ютуба. Потом переключимся обратно в чат трансляции. Режим Блиц означает, что, ну, как бы, да, емко, коротко, емко, чтобы большее количество уважить зрителей, которые оставляют свои вопросы.
Значит, из клуба. Артем, что значит, что вы говорите об Украине как о союзном государстве? Как вы думаете, какие реальные сроки примирения украинцев и русских, и возможно ли это вообще? Так, начну с последнего. Сроки примирения, и возможно ли это вообще украинцев и русских, если очень быстро, и мое глубокое убеждение в том, что это неизбежно. Процесс очень сложный, процесс очень энергоемкий, процесс, зависящий от многих факторов, в том числе будущей власти в Украине, но очень коротко это неизбежно. Что же касается того, о чем я говорил о союзном государстве, мы немножко подняли эту тему с вами. Если очень коротко, то союзное государство – это форма интеграции, в данном случае России, Украины и Белоруссии, которая дает этим странам возможность остаться независимыми субъектами, но при объединении развиваться в ключевых сферах, таких как экономических, промышленных, культурных, духовных, политических, социальных и так далее и тому подобное. М, Это есть очень быстро, да. Константин, добрый вечер. Артем, нет ли у вас желания объединиться с Тележенко, Арестовичем, Шарьем, многие миллионники, создать, скажем, интернет-партию? Кто знает, может, зайдет. Спасибо. Смотрите, Артем Дмитрук, я лично готов объединяться абсолютно со всеми ради достижения благой цели и ради национальных интересов нашей страны. Даже если сразу предполагая, что в дальнейшем это может получить раскол уже в Украине, но цель будет достигнута. Поэтому я готов на любое объединение, скажем так, для того, чтобы победить общего врага и подарить Украине, украинцам возможность жить в мирной Украине. Я даже скажу так, даже если меня в этом проекте в Украине там не будет, если он будет реализован, и моей участи там не будет. Если я смогу сделать хоть маленький вклад в реализацию мира, в достижение мира, я готов на любое объединение без всяких личностных обязательств в моих политических там перспективах, скажем так. Александр, добрый вечер. Вопрос. Многие эксперты говорят, что нужно новое государство Украина. Вопрос, как достичь этого переформатирования, в каких границах, с каким обществом вы видите новую Украину? Смотрите, нам не надо никакой новой Украины, нам нужно избавиться от режима, нам нужно избавиться от проектности, которая использовалась на протяжении 30 лет, нам нужно поменять вектор развития, Так а вот, чем заменить? так, а у нас заменить тем, что нужно совершенно поменять понимание процесса создания не Украины, а антироссии, а Украины вот этого же самого союзного государства, если так хотите. Ну или более глобальной идеи моей, да, это я гражданин Киевской Руси. Если хотите, я гражданин современной Киевской Руси. Вот, и тогда не будет стоять вопрос границ, не будет стоять вопрос безопасности, нашей безопасности имеется в виду. Вот. Неизбежны, конечно, внешние конфликты, они будут, вот, но лучше их, скажем так, пережить в таком вот союзном государстве, скажем так. Мгм. Никакую Украину менять не надо, у нас все в порядке, у нас Понятно. нормальная Украина. Я даже против, смотрите, я даже против федерализации, там, смены, Подождите, чтобы каждая смотрите, область была какая, разная и так давайте далее. так, давайте, какая Давайте. нормальная Украина? Сегодня сбили памятник окончательно, сбили памятник этому Петру Первому в Полтаве, где он там останавливался, когда победили шведов, да? Жгут книги, просто там звучат, это все же тоже украинцы делают. Это мотив, это мода, это модель, которую сегодня предоставляет власть. Дальше на разрушение памятников, на избиение священников, на избиение инакомыслия и т.д. подобное, на это дается добро и разрешение. Самое главное, за это нету наказания. Понимаете, о Подождите, чем то речь? есть вы Не предлагаете, существует подождите, системы. значит, вы Да. предлагаете наказывать вот этих, кто обливает кровью ворота церкви, вот этих всех ультра, то есть, Да. смотрите, тут же как бы сила действия, сила противодействия, да, тут, понятно, то есть вы считаете, что надо их наказывать, вот этих всех людей, и, то есть, предлагаете не диктатуру Зеленского с вот этими как бы, проектом антироссия, да, а предлагаете диктатуру, там, гипотетически Дмитрука, чтобы вот этих всех, как там принято говорить, бандеровцев, вот этих всех, чтобы их наказывать. Я предлагаю диктатуру национальных интересов нашей страны.
Вот, за каждое преступление есть давно уже известные наказания. Вот. Мгм. Поэтому все те, кто раскалывает общество с одной и с другой стороны, все те, кто совершает преступления, просто должны быть в соответствии с действующим законодательством, да, менять ничего не надо, должны Так, быть давайте привлечены к ответственности. продолжим. Александр, добрый вечер, Артем. Два вопроса. Мы знаем, какое большое влияние власть в Украине оказывает на разведке западных стран. Ну, на власть разведки влияние оказывают западные. Почему Киев им подчиняется и кому выгодно сокращение населения Украины? Чья это сатанинская идея? Какой смысл? Отвечу сейчас на первое, что касается подчинения и так далее. Конкретно Зеленский выбрал эту идею, потому что ему пообещали, что он будет лидером, который победит зло, победит Россию, станет самым главным, самым победителем и будет вот властвовать на всей земле, будет таким вот современным героем. Вот он согласился на эту идею. Вот поэтому они и соглашаются. Соглашаются, видя в будущем какие-то свои гнилые политические интересы. Просто подверженные такому фактору всемогущества, фактору власти, который на самом деле, там, да, мы понимаем, что невозможен к реализации. Что касается второго вопроса, я в это не верю. Больше всего уничтожаем мы сами себя. То есть это не чей-то план, а сами себя. Понятно. Вчерашняя насмешка Трампа над Зеленским – это понебратство, унижение или это поданное холодным блюдо? Петр Скоморохов спрашивает. Речь идет о том, что во время Да, 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 встречи... да. Африка, да? Да, да. Да, здесь вопрос в том, что внутри души, скажем так, Трамп не воспринимает Зеленского как равноценного себе там партнера, переговорщика и так далее и тому подобное. Вот когда был процесс, скажем так, таких вот высказываний в отношении Зеленского в начале, это было искренне, это было по-настоящему. Вот и всё. Лина Востроилова вопрос. Мир придет через дипломатию или капитуляцию? Понятный вопрос. Нет, чего, ну что, не совсем понятно. На самом деле всегда есть шансы включиться в дипломатию, включиться разным еще другим субъектам, вот, и этому решение принимать и Вашингтону, и Москве в том числе. Поэтому на сегодняшний день я не хочу говорить о том, что что-то очевидно. Это не очевидно. Не очевиден вопрос ни капитуляции, не очевиден вопрос и дипломатии. Вы знаете, в этом вопросе так же, как и в вопросе победы уже никто не выиграл, ни Россия, ни Украина. Поэтому я утверждаю еще следующее, что победы здесь нету ни для кого и не будет никогда. Это проигрыш для двух сторон. Глеб, два вопроса про Залужного. Глеб, Артем, вы как действующий депутат Рады, находящийся сейчас по воле судьбы в Британии, общались ли с действующим послом Украины Залужным и просили его о помощи? Ну и другой вопрос. Подскажите, вас Ми-6 не беспокоит или Залужный с Притулой на кофе британский не зовут? Почему Британия? Ведь это родина Зе и За. Да, с Залужным не общался, помощи не просил, кофе не пью, вот с Ми-6 не общался, веду здесь, можно так сказать, в какой-то степени затворнический образ жизни по определенным соображениям безопасности. Вот с подобными политическими людьми там и другими не общался, не виделся, не просил. Мгм. Так, хорошо. Значит, следующий вопрос. А, Значит, вот такого он характера. А, Так, 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 так. Вопрос. Значит, чат трансляции, переходим уже сюда, просто так, пользователь. Артем, национальные интересы – это христианские ценности, знак вопроса. И если да, как быть с радикальным национализмом? Национальные интересы это в том числе и в одном из первых мест занимают как раз христианские ценности, а со всеми этими праворадикалами я разберусь очень быстро. Грин задает вопрос. А телочки у бритов есть симпатичные? Не знаю, я не по этим вопросам. Вы имеете в виду коровы эти самые или кто? Я сельское, у меня сельское хозяйство, я занимаюсь на Украине в какой-то небольшой степени. Там у меня есть пчелки, вот мед я люблю, курочки люблю, яичко люблю, вот, а коровы это
Ну, нет коров пока. Ну, может, в будущем там я бы с удовольствием реализовался бы еще в этом направлении, потому что сыры, в принципе, очень люблю, да, и кефир. Это да. Значит, Артем, не боитесь после М, бегства Зеленского встретиться с ним в Лондоне? Пользователь Deep State спрашивает. Ну, я Зеленского не боялся никогда. Я с Зеленским встречался неоднократно у него в офисе, за его рабочим столом, вот, и достаточно общался с ним на таких грубых тонах, даже с его стороны, скажем так. Я с Зеленским не боюсь встречаться, если, скажем так, это не относится к сегодняшнему положению дел в Украине. Когда вернетесь в Украину? Вопрос из чата. Я вернусь в Украину сразу, когда Зеленский оттуда уедет. В Британию. Да. Ну, смотрите, это просто как-то так мы смеемся, но один из вариантов, это и самый более вероятный, это дальнейшая жизнь и политическая деятельность Зеленского как раз в Лондоне. Витавинт 73. Артем, ваше отношение к Шарию? Есть ли у вас общие взгляды? Ну, смотрите, общие взгляды, я думаю, это относится к вопросу вот именно партии мира, а также общие какие-то виды на оппозиционную деятельность действующему режиму. Вот, к Шиию отношусь нормально, абсолютно талантливый журналист, даже в определенной степени он сделал такую интересную формулу, реализовал, не будучи в Украине, создал партию, наполнил партию, она имела успех. Поэтому к Шарию отношусь объективно, нормально, хорошо. Есть чему поучиться, есть что посмотреть. Я имею в виду, если кто есть журналистом, как вести деятельность там, и так далее и тому подобное. Нормально, положительно, ничего плохого не могу сказать на данном этапе. Владик спрашивает, Артем, вероятность выборов до отъезда Зеленского возможно или после? К выборам сейчас, не только сейчас, а уже на продолжительный период готовится как раз Зеленский, потому что одним из условий стамбульских переговоров и до сих пор одной из позиций общей группы Вашингтона и Москвы являются выборы. Сегодня Зеленский торгует не только за свою безопасность, но еще торгует за свое переизбрание. Поэтому возможен вариант выборов. Но я тогда спешу вас расстроить. Если в Украине будут выборы с Зеленским, это будут выборы без выбора. Это не говорит о том, что нам не надо бороться, да, в этом процессе или до этого процесса, но я пока не вижу, как возможно реализовать. Я предоставлял специальные формулы реализации выборов, возможные в Украине, вот, в определенные переговорные группы. Вот. Но как это сделать с Зеленским в Украине, с его сейчас полнотой влияния в силовом блоке и так далее, для меня не является возможным. Мгм. Существуют определенные этапы, мы тоже с ними обсуждали их, это и временное правительство, и выборы, но выборы без Зеленского, конечно же. Нам нужна какая-то хоть элементарная правовая обстановка в Украине для того, чтобы политики могли представить свои программы, свои интересы, свое видение. Ну как, это же невозможно на сегодняшний день реализовать в Украине. Поэтому я называю это выборы без выбора. И так будет очень сложно. Даже без Зеленского вы представляете, какое количество людей захотят реализовать свои интересы, какое количество военных приедут и захотят реализовать свои интересы, какое количество военных перейдут по разным группам влияния. Даже без Зеленского это будут кровавые выборы. А что касается Зеленским, так это... Значит, вопрос Артему. Считаете ли вы, как православный, что общее покаяние россиян и украинцев будет лучшим решением для примирения? Однозначно. Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Друзья, всем большое спасибо. Тут как бы смеются над вами, что вы как Ющенко, пчелки. Да, ну Да, есть такое, да, да. пчелки. Я люблю всю продукцию свою, я люблю, и я же говорю, пчелки довольно хорошее направление, приятное, здоровое, вот. И приятно за ними наблюдать, как они работают, отдаются на 100%, Вообще скажем так. приятно наблюдать, когда кто-то работает, правда? То есть это вообще Да, особое удовольствие. Друзья, вот да, вы понаблюдали, как мы в этом эфире. Да, поэтому поставьте лайк и оцените. Артем, спасибо вам большое за время и мысли. да, спасибо вам.
Друзья, берегите себя. Всем добра и